Приветствую, дорогие друзья, дорогие постоянные зрители и подписчики канала Рыболов Копатель, а также все те, кто только собирается присоединиться к нам. Сегодня у нас необычный выпуск. У меня произошло небольшое пополнение коллекции. Появилось несколько новых предметов. И сегодня вместе с вами хочу рассмотреть Но их. прежде чем мы приступим к подробностям, призываю вас обязательно подписаться на канал, если вы еще не подписаны, поставить палец вверх и написать приветственный комментарий. Это очень помогает в развитии канала. И это своеобразная мотивация для меня. То, что я вижу, когда вы реагируете, есть обратная связь, есть какая-то динамика развития. Поэтому прошу вас, не поленитесь, это не займет много времени, но для меня и для канала это очень важно. Итак, друзья, альбом со старыми открытками и фотографиями Кёнигсберга мы с вами рассмотрим в конце. Я так думаю. А начнем мы, пожалуй, с вами вот с этой бескозырки, которая имеет самое что ни на есть прямое отношение к крейсеру времен Первой мировой войны. Крейсер Кёнигсберг одноименный. Вот такое вот состояние ее. Это оригинал, стопроцентный. Кёнигсберг. Бронепалубный крейсер одноименного типа, служивший в составе императорских военно-морских сил Германии. Заложен в начале 1905 года. Спущен в декабре того же года. В состав ВМС введен в июне 1906 года. Был вооружен 10 орудиями калибра 105 мм и развивал скорость до 24 узлов. Назван в честь столицы Восточной Пруссии, города Кёнигсберга. Вскоре после вступления в строй сопроводил Великобританию императорскую яхту с кайзером на борту. Вообще, за период Первой и Второй мировых войн было построено 4 крейсера с именем Кёнигсберг. К сожалению, исходной информации очень мало относительно данной бескозырки, за исключением того, что она имеет свое отношение к Первой мировой войне. То есть это период Первой мировой войны. Также написание на ленте говорит об этом, потому что уже в поздние периоды стали использоваться написания, где не О, Е, вторая, третья буква, а над О просто стояли точки. Помимо бескозырки есть вот этот вот галстук. Кроме галстука в комплекте была еще вот такая а-ля тельняшка и несколько гюйсов. Вот они. Четыре штуки. На одном из них просматривается штамп. И мы там видим надпись. Так, сейчас попробую увеличить. Хорст. И номер какой-то. Хорст, может быть, и фамилия вполне. Здесь вот можно видеть 10,5, я так понимаю, это размеры, наверное. Десятка, пятерка. А на вот этом, кстати, где Хорст, там было четверка еще. 0,4 вон карандашом написано или ручкой. Переходим к следующему экспонату. Это вот такая ложка
уже в коротком видео я ее показывал. Из нержавеющей стали с клеймом Кайзерлих Марин, период Первой мировой войны. Также клеймо производителя с обозначением, что это нержавеющая сталь. И самое интересное, то что на ней стоит клеймо Ю-23. Была такая подводная лодка, также в период Первой мировой войны в том числе. Вот такая вот ложка столовая. Обратите внимание, как у нее сточен край. Она чуть ли не острая. Вот здесь вот. От того, что ей постоянно вот так вот вот этим краем черпали, она сточилась. Вот такая вот ложечка интересная. Ю-23. Подводная лодка императорского флота Германии. Участвовала в Первой мировой войне. 20 июля 1915 года потоплена в Северном море, близ острова Фейр, Оркнейские острова. Была подбита торпедой английской подводной лодки Си-27, работавшей в паре с траулером «Принцесса Луиза». Так, дальше у нас идет вот такая вот бутылка пивная Карлсберг. Это уже периода Второй мировой войны. Пробка родная, с механизмом. Примерно как-то так. Здесь тоже запрещенный символ на дне изображен. Из повреждений вот такой небольшой совершенно, он даже на ощупь не чувствуется, микроскольчик. А так, можно сказать, бутылка в идеале. Ну а теперь переходим к открыткам, к фотографиям времен, когда еще Калининград был Кёнигсбергом. Так вот, вид на замок, трамвай. Наверняка где-нибудь на нем реклама, как часто бывало, средства для стимуляции роста волос. Альпицин, так называемый. Помните? Был такой у нас. Кстати, вот он. Его я уже показывал вам. Вот он, альпицин откопанный. И он еще с настоящим альпицином, как говорится. Альцина косметик. Альпицин. И снова вид на Прегель. Вон виднеется Королевский замок на заднем фоне. Это уже Раушен. Курорт, ныне город Светлогорск. Городской променад.
Университет. Парадеплац und Universität. Вот на эту тему, кстати, тоже есть экспонат у меня. Это Танненберг. Сейчас покажу. Вот такая плакетка. Ее я уже тоже показывал. Плакетку подарили нам. Здесь снова замок и памятник королю Вильгельму. Дома в таком стиле и сейчас можно увидеть в Калининграде. Кто приедет, сходите в Рыбную деревню. Это двор Королевского замка. Именно здесь находился ресторан Блюдгерихт. Кровавый суд. Очень популярный ресторан в то время. На эту тему тоже имеется артефакт. Вот такая десертная тарелка. Это вид на биржу. На биржу. Дворец культуры. Ныне. Большого моста еще нет. Там вот где-то львы стоят. Дрезднер банк в Кёнигсберге, а также отель справа. Это знаменитые быки, которые сейчас находятся, где Калининградский государственный технический университет. До сих пор тоже туристы любят фоткаться возле этого памятника. Тут тоже та же самая история, только под другим ракурсом. Это пруд у замка Королевского, ну, озера. Это Раушен, Светлогорск. Снова побережье знакомое. Здесь памятник знаменитому философу, очень популярному и сейчас, Иммануил Кант. Вильгельмплац, Кёнигсберг. Вид на замок. Мост. Здесь у нас кафедральный собор. Вот такой выпуск у нас с вами получился сегодня, дорогие друзья. Пишите, что вам понравилось больше всего из обновок так называемых. Не забывайте ставить палец вверх, писать комменты и подписываться, кто еще не подписался. Скоро поедем на раскопки. Всем до новых встреч, всем пока. Мира, добра и здоровья.